Под холодным дождем возле аккуратного таунхауса стоял Нейтан Брукс, мысленно прокручивая фразу, которая должна была разрушить его брак. Он собирался солгать. Не потому, что был загнан в угол, а потому, что хотел проверить правду, которую слишком долго игнорировал. Нейтан не потерял работу. Напротив, он тайно владел долей в нескольких компаниях и давно перестал считать деньги. Его состояние давно перевалило за миллионы, но для жены он оставался обычным менеджером с умеренной зарплатой и скромными амбициями. Он сам выбрал эту маску и терпеливо носил ее годами. В доме было тепло и тихо. Мелани, его жена, сидела на диване с ноутбуком и привычной улыбкой, за которой Нейтан больше не видел искренности. Несколько недель назад он случайно услышал разговор, который изменил все: расчеты, сроки, суммы, ожидания определенного рубежа брака ради финансовой выгоды. Тогда он понял, любовь давно закончилась, если вообще существовала. Он сообщил ей о увольнении. Реакция была мгновенной, но не такой, какую ожидают от любящего человека. Не сочувствие, а тревога. Не страх за него, а страх за деньги. Она быстро ушла в другую комнату и почти сразу позвонила подруге. Нейтан тихо включил запись. Он услышал все: сожаление не о браке, а о сорванных планах, холодные расчеты, признание, что чувства исчезли давно, раздражение от скучного мужа, который просто работал, возвращался домой и не устраивал яркую жизнь. В этот момент что-то внутри него окончательно замкнулось. Не боль, ясность. На следующее утро он начал действовать. Законно, точно, без истерик. Он разделил совместные счета, изменил бенефициаров, подготовил документы. Его адвокат подтвердила: запись меняет все. Когда документы о разводе были вручены, Мелани позвонила в ярости. Только тогда Нейтан сказал правду: его не увольняли. Это был тест. И она его провалила. Она не отрицала услышанного. Лишь спросила, откуда он знает. Ответ был прост: он все записал. После этого разговора она исчезла из дома. Начались переговоры, попытки договориться, просьбы о поддержке. Но правила игры уже изменились. Иллюзия контроля рассыпалась. Нейтан переехал в небольшую квартиру, впервые ощущая тишину, как свободу. Он продолжил работать, строить проекты и жизнь без постоянного притворства. Боль ушла не сразу, но на ее месте появилось уважение к себе. Иногда потеря — это не поражение. Иногда это единственный способ вернуть реальность.